Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Сегодня мы познакомимся с самыми выдающимися прыгунами в мире. Прыжки — это не просто способ передвижения, это искусство, требующее силы, ловкости и мастерства. Мы покажем вам самых впечатляющих представителей разных видов, которые удивят вас своими способностями. Вы когда-нибудь задумывались, кто из животных способен перепрыгнуть в десятки раз больше собственного роста? Или какой спортсмен с легкостью покоряет высоты, которые кажутся недостижимыми? В нашем видео вы увидите невероятные кадры, которые заставят вас затаить дыхание и восхититься природой и человеческими достижениями. От грациозных лошадей и мощных кенгуру до олимпийских чемпионов. Каждый из них обладает уникальными навыками, которые делают их настоящими мастерами прыжков. Не переключайтесь, впереди много интересного. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Название лучшего прыгуна в животном мире есть много претендентов. Но как измерить самый высокий или длинный прыжок? Это можно сделать двумя способами. Первый – это вычислить абсолютную высоту или длину, которой сумело достичь животное. Но есть и второй, более объективный способ – рассматривать, насколько высоко и далеко животное прыгает с учетом его размера. В зависимости от выбранного метода звание лучшего прыгуна могут получить несколько различных видов. Так кто же все-таки является рекордсменом-прыгуном среди сухопутных животных? Первый зверь, который приходит в голову, это, конечно же, кенгуру. Кенгуру – одно из самых крупных сумчатых животных, обитающих в Австралии. Чаще всего оно спокойно передвигается, опираясь на все четыре лапы. Однако, если кенгуру все-таки решит ускориться, то тогда ему не найти равных. Ведь в ход идут прыжки. Прыжки же эти животные могут совершать и длинные, и высокие. Около 3 метров в высоту и порядка 9-12 метров в длину. Лошади также могут похвастаться своими неординарными способностями. Породистый скакун способен совершить прыжок на 8 метров в длину. Например, на соревнованиях 25 апреля 1975 года в Йоханнесбурге коню по кличке Сам Тинг удалось взять длину 8,4 метра, что стало настоящим рекордом для лошадей. А вот в прыжках в высоту лучшим стал конь Гуасо, который легко взял высоту 2,47 метра. Произошло это в 1949 году в Чили. Импала, небольшая африканская антилопа, тоже умеет неплохо прыгать до 3 метров в высоту. Таким образом, импалы хвастаются силой и ловкостью друг перед другом. И это хороший способ произвести впечатление на потенциального противника. В длину импала может прыгать на 10 метров, поэтому их потенциальным врагом, львам, гепардам и леопардам, очень сложно поймать такую добычу. Разве что стройный прыгун затевается и не успеет удрать от хищника. Гепарды тоже отличные прыгуны, самые лучшие бегуны на планете. В погоне за жертвой он развивает скорость до 120 км в час, разгоняясь до 90 за 3 секунды. По сути, его бег состоит из огромных по длине прыжков. Бежит гепард прыжками длиной в 6-8 метров, затрачивая на каждый менее половины секунды. Этому во многом способствует наличие у гепардов подвижных бедренных и плечевых суставов и гибкого позвоночника. Описывая лучших прыгунов, мы не можем не упомянуть зайца. Зайцы славятся своей быстротой и маневренностью, а также способностью прыгать на значительные расстояния. Благодаря длинным и мускулистым задним ногам они хорошо приспособлены к передвижению на длинные дистанции на высокой скорости. Некоторые виды зайцев могут развивать скорость до 70 км в час. Представляете? Прыгнуть в высоту до 1 метра и в длину до 3 метров. Для зайца это проще простого. Но как насчет морей и океанов? Есть ли среди морских обитателей выдающиеся прыгуны? Как известно, почти 95% наших океанов еще не исследовано. Но благодаря отважным исследователям, глубоководным камерам и замечательным археологам мы знаем о некоторых невероятных морских существах. И да, среди них тоже есть самые лучшие мастера по прыжкам. Среди них афалина – морское млекопитающее из семейства дельфиновых. Афалина может развивать скорость до 40 км в час.
При длине тела 2,3-3 метра этот дельфин может выпрыгивать из воды на высоту до 6 метров, а в длину преодолевает в прыжке расстояние до 9. Животных именно этого рода чаще всего можно встретить среди цирковых дельфинов, ведь они хорошо поддаются дрессировке, могут выполнять трюки разной сложности, включая прыжки через обруч. Но почему они так прыгают? Ученые предполагают, что прыжки имеют большое значение для их коммуникации, а также помогают избавиться от паразитирующих рыб-прилипал. Однако самой высоко прыгающей рыбой признана кета – крупная и ценная промысловая рыба из семейства лососевых. Кета – проходная рыба, которая для нереста мигрирует из морей в реки. Так вот, по пути к местам размножения кета способна выпрыгивать из воды, преодолевая речные пороги на расстояние до 3,5 метров в высоту. Просто нереальное представление. Но есть нюанс. Повторить путешествие с такими трюками рыба не может. Кета нерестится один раз в жизни, а после нереста погибает. С сухопутными и морскими животными разобрались, а теперь перейдем к насекомым. Среди насекомых немало видов, демонстрирующих выдающиеся прыжковые способности. У них эти навыки сопровождаются обыкновенно сильным развитием задних конечностей. Так кто же из насекомых является лучшим из лучших скакунов? Обычно утверждается, что лучшим прыгуном в мире является блоха. Если вы думаете, что блоха в сравнении с другими не выдающийся прыгун, то если сравнить расстояние, на которое способна она прыгать, и ее размеры, то окажется все наоборот. Для своего размера они самые длинные и высокие прыгуны среди всех животных. Задние лапки насекомого работают словно несколько соединительных рычагов. Сначала блоха упирается лапками в поверхность, а затем приседает, запасая энергию в мышцах благодаря особому белку. Когда эта энергия высвобождается, в теле блохи срабатывает своего рода пружина, выбрасывая насекомое вверх. Блоха может подпрыгнуть на 34 сантиметра вверх, что почти в 130 раз превышает ее рост, а в длину она летит на расстояние в 60 раз превышающее длину ее тела. Впечатляет. И все же не блоха чемпион по прыжкам, а пенница слюнявая. Маленькое насекомое, длиной 5-6,7 мм. Ее еще называют луговым лягушонком из-за ее необыкновенной способности скакать. Ученые выяснили, что пенница слюнявая может прыгать в высоту на 60 сантиметров. Такая высота в несколько десятков раз больше длины ее тела. Для сравнения, будь пенница размером с человека, она перепрыгнула бы небоскреб. При этом скорость ее отрыва от поверхности около 3,1 метра в секунду, что в 3 раза быстрее, чем у той самой блохи. Невероятно, не правда ли? Если в животном мире прыжки – это природные навыки, стиль жизни и выживания, то, чтобы стать лучшим прыгуном в мире людей, нужно посвятить этому занятию всю свою жизнь. Прыжки относятся к скоростно-силовым видам спорта. Для достижения высоких результатов в прыжках важное значение имеет высокий уровень скорости и прыжковой силы. Для всех прыжков характерны следующие фазы: разбег, толчок, полет и приземление. Прыжки являются технической дисциплиной легкой атлетики. Они делятся на 2 вида – вертикальные прыжки, прыжок в высоту, и горизонтальные, прыжок в длину. Этот вид спорта требует от спортсменов прыгучести и координации движений. Он является олимпийской дисциплиной легкой атлетики для мужчин с 1896 и для женщин с 1928 года. И сейчас мы расскажем, какие спортсмены являются лучшими из лучших. Майкл Пауэлл. Американский легкоатлет, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира по прыжке в длину. Но главное то, что он является действующим рекордсменом мира. 30 августа 1991 года на чемпионате мира в Токио спортсмен улетел на целых 8,95 метра. Представьте себе, этот результат держится до сих пор, и никто за последние десятилетия не приблизился к нему. Хотя в 1995-м рекорд Пауэлла все-таки пал на 1 неделю. Кубинец Иван Педроса прибавил 1 сантиметр к достижению. Но его результат в итоге не засчитали. Все из-за мошенничества с прибором, который измеряет силу ветра. Новый мировой рекорд по прыжкам в высоту установил шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Дюплантис по прозвищу Мондо взял такие фантастические 6,25 метров с 3-й попытки.
просто улетев в спортивный космос. Спортсмен выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. За несколько лет он выиграл все, успев в том числе стать двукратным чемпионом мира на открытом воздухе. Прошлый рекорд был установлен им же в апреле 2024 года на этапе бриллиантовой лиги в китайском городе Сямынь – 6,24 метра. Олимпийские игры 2024 года в Париже стали особыми в истории легкой атлетики. Ведь украинка Ярослава Могучих поставила новый рекорд в прыжках в высоту среди женщин. Девушка преодолела планку на высоте 2 метра 10 сантиметров, побив на 1 сантиметр мировой рекорд болгарской спортсменки Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. Действующей рекордсменкой мира в прыжках в длину среди женщин является Галина Чистякова, советская легкоатлетка, уроженка Одесской области. Свой первый мировой рекорд Чистякова установила на соревнованиях в 1985 году в Кишиневе, когда в первой же попытке улетела на 7,25 метров. Но мировой рекорд на открытом воздухе спортсменка установила в 1988 году на мемориале братьев Знаменских, международном соревновании по легкой атлетике, которое было отборочным соревнованием к Олимпийским играм. Чистякова совершила прыжок на 7 метров 52 сантиметра в длину. Но незадолго до игр девушка получила небольшую травму и не смогла выступить в полную силу. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, что нового вы узнали из нашего видео и какие факты вам уже были давно известны.